Доброго времени суток. Продолжаем рассматривать фрагменты из прошедшего финала Кубка мира, который проходил в Санкт-Петербурге. Марианна Сергеева играла с Аленой Большаковой. Вот такая вот позиция возникла. Вот здесь был ход FG3 и бой на E3. Надо было вот GF6, бой на G3, потом GF6 ходить. Ну вот приблизительный вариант. Именно напасть. Приблизительно такой вот вариант. И вот интересная достаточно такая вот позиция возникала. Кажется, что суперпозиция у белых, но по-настоящему здесь ничего нету. GF, ну вот и так далее. А G5 и так далее. Видите, нельзя ходить на C5, потому что на E5 пойдут. Ну вот на E3 нас наиболее так интересует ход на E3 и вот GF6, такой ход. И что делать белым? Оказывается, что позиция совсем плохая. Если EF2, то просто FG5, и вот ходов-то нету. Заканчиваются ходы. Допустим, вот такой вот ход. Если сюда, то здесь гораздо все проще, наверное. Сюда, ну и можно просто, наверное, даже вот таким образом пойти. То есть, если перебивать, то комбинация вот эта вот. А если не перебивать, то просто CB6 с выигрышем. Вот такие вот идеи. В партии было FE5 и вот HG5. Ну, еще, наверное, многие не видят, какое будет окончание партии. Хотя достаточно все просто. За черных достаточно все просто. Если EF2, то тоже будет ход ED6. И мы, в принципе, сейчас вернемся в основном варианте. Я думаю, что мы вернемся к этой позиции. Вот здесь вот такой неожиданный, но он стандартный, но он неожиданный ход. ED6. И вот здесь вот выясняется, что уже все выиграно. Выиграна позиция у черных. То есть красивый достаточно хват. В партии был GF. И вот на C5. Если такой ход делать, то получается вот такая вот позиция. Если FG3, то можно отдать AB4. Хотя тут вот такой вот вариант есть. Тоже на CD я уже показал DE. Ну и в принципе. Вот давайте же H4 посмотрим ход. Смотрите, видите, сюда. То есть если AB4, то заходим просто. И следующим ходом нападаем. А на FG3, BC5, бой-бой. И GF4. И вот такой вот выигрыш. Конечно, можно еще как-то сопротивляться тут, но это ненадолго здесь. Вот этот теншпиль, понятно, что он выиграл у черных. И давайте еще одну позицию посмотрим здесь. Так. Вот эту позицию посмотрим. Встретилась в учебной партии. Она, конечно, белым надо было ходить FE. И вот этот вот вариант. Ничейный надо было играть вот этот вот ничейный вариант. Но здесь оказалось все посложнее. Хотя тоже позиция ничейная. Но вот интересная реплика. Кстати, наверное, из какого-то дебюта. Я так думаю, что это из какого-то дебюта. Потому что вспоминаю, но вот не могу, к сожалению, вспомнить. У меня там в базах не сильно что-то есть. То есть EF6. Вот здесь вот такой интересный ход достаточно есть за черных. Интересный ход DC7. Чем он интересен? Нельзя нападать CD. Вот. Есть какая-то жертва, но здесь все-таки без шашки. Без шашки, кстати, компьютер показывает, что не выиграно здесь, но все-таки без шашки, да. Без шашки. Но интересно, опять с психологической точки зрения, нам интересно очень ход.
на FE7 есть, видите, вот этот переход. И так, позиция тоже ничейная, но все-таки надо белым везде потрудиться, чтобы делать вот эту вот ничью. То есть, ну вот, видите, такой интересный ход. Встретилась сегодня в тренировочной партии позиция. Но я повторяюсь, где-то с какого-то это дебюта есть, что-то вот мелькает, может кто-то в комментариях мне покажет, это я. Чтобы вам чисто показать интересную идею, в конце показал видео. Итак, до новых встреч.